Достаточно часто встречаюсь с мнением, что фракийцы — это славяне, и славяне — это фракийцы, соответственно. То есть, что в античные времена те люди, которые упоминали фракийцев, имели в виду славян. А фракийцы — это, мол, только более древнее название для славянского народа. Так ли это? Разберемся в сегодняшнем выпуске. Что за фракийцы и как сегодняшний выпуск будет выглядеть? Сначала я вам расскажу то, что мы знаем о фракийцах из исторических источников, естественно, потому что об их этнониме, об их народном названии можем говорить только с тех времен, когда оно зафиксировано в источниках. В таком самом, так сказать, осторожном этом виде. Что касается археологии, можем, возможно, немножко дальше в историю пойти, однако это с таким «но» большим, потому что не всегда мы можем определить, что какая-то культура принадлежала какой-то особенной народности. Поэтому сегодня я решил рассказать так, что сначала вам расскажу про стариновеческую или археологическую культуру, или археологические культуры, которые обычно ученые связывают с фракийцами. Потом перейдем к первому упоминанию фракийцев и к тому, что о фракийцах говорится в исторических источниках. Дальше будет речь немножко об их религии. И потом продолжим с языком фракийцев. А в самом конце выпуска говорить будем о том, как вообще славяне связаны с фракийцами и связаны ли они вообще. Кому интересно, смотрите до конца. Можете там все понажимать, если хотите. И поехали. Итак, первая стариновеческая культура, археологическая культура, которую обычно связывают с фракийцами, это так называемая культура многоваликовой керамики или бабинская культура. Это самая древняя культура, которая связана именно с началом образования фракийской народности или фракийской самобытности. Она, можно так сказать, связана с прафракийцами, то есть с какими-то предками фракийцев. Мы о них не знаем ничего, ни как они называли себя, и ничего такого подобного. Эта культура существовала примерно с 22 века до Рождества Христова по 18 век до Рождества Христова. Существовала она в лесостепном поясе Северного Причерноморья, то есть это современная Южная Украина и отчасти тоже Россия. Эта культура там существовала до того, как там появились новые племена, иранские уже, или арийские племена, о которых мы, кстати, рассказывали в одном из наших предыдущих выпусков. Речь идет о киммерийцах и о скифах. Если кому-то это занимательно, может это посмотреть. Вот тут где-нибудь будет ссылка. Но пока продолжим. Что касается характеристик этой культуры, она представляет собой такую типичную индоевропейскую культуру. То есть там находим примерно все то же самое, что и у других индоевропейцев. Итак, из археологических находок мы видим, что народ-носитель этой культуры занимался прежде всего скотоводством и в значительной степени также и поледелием. Так же, как примерно славяне. Но у славян как-то наоборот получилось. Там поледель была преобладающая, а скотоводство было уже вторичное. Мы еще знаем об этой культуре, что они использовали коней как для работы, так и для езды, и известны даже повозки. Что касается погребального обряда, для этой культуры типичные индоевропейские курганные похоронения. То есть мы практически везде, где находим древних индоевропейцев, находим и курганы, могилы. И в этом нет ничего такого исключительно фракийского. Следы влияния этой культуры видны даже на юго-востоке современной Беларуси, то есть какие-то контакты с народом или народом, живущим там, были. Естественно, тут можем это расширить так, что да, те люди, которые там жили, конечно, скорее всего, были предками славян, праславян и так далее, хотя об их идентичности мы ничего не знаем. Значит, речь идет о тех людях, которые населяли земли северно от бабинской культуры. То есть, грубо говоря, вот это Полесье, где потом намного позже появились как раз славяне. А также на самой бабинской культуре заметны многие влияния из
степного простора, то есть уже перед киммерийского и перед скифского периода, то есть уже есть там что-то такое кочевническое. Что касается палеогенетических исследований или археогенетических исследований редких останков носителей этой культуры, то они указывают, если говорим о мужской гаплогруппе, они указывают наличие макрогаплогрупп R1A и R1B. То есть и то, и другое типичной такой индоевропейской гаплогруппы. Но тут нужно понимать, что касается именно палеогенетики или археогенетики, что на самом деле данных у нас достаточно мало. И мы работаем с очень фрагментарными данными, поэтому какие-то окончательные выводы сделать, увы, не получится, тем более сейчас. И к этому еще вернемся, когда будем говорить о том, что мы знаем о генетике останков тех людей, которые приписываются как раз фракийскому народу. Чтобы подытожить эту часть об альбинской культуре, то ее носителями могли быть предки фракийцев, а также и других палеобалканских индоевропейских народов, таких как дакийцев, гетов, как в начале исследования этой культуры связывали их с греческими микенцами или с предгреческими микенцами. Ну и, возможно, как-то к этой группе относились даже предки иллирийцев и панонцев. Тут я упомянул такое название палеобалканские народы. Что это такое? Палео, если посмотреть на то, из чего состоит это слово, палео из греческого палaios, старый, балканский, Балкан, то есть древнебалканские народы. И это название как технический термин используется для обозначения уже индоевропейских народов, Балкан, о которых мы, как правило, знаем мало что. Обычно знаем только определенные топонимы, то есть названия определенных местностей, или знаем какие-то названия рек, местностей из их языка, но в целом мы о них знаем мало. Это значит в том числе о фракийцах. К палеобалканцам обычно еще причисляются такие народы, как мезийцы, иллирийцы, дакийцы, аорсы, пайонцы и многие другие, которые мы, я надеюсь, разберем тут у нас на вещальнике. Перейдемте уже к следующей культуре, которая уже теснее как-то связана с фракийцами, или, по крайней мере, так предполагают некоторые ученые. Следующая такая культура — это сабатиновская культура. Эта культура распространялась в степной полосе нынешней Украины и Молдавии, то есть примерно там же, где раньше находилась бабинская культура. Существовала она примерно с 15 по 12 век до Рождества Христова, когда несколько более на север существовали так называемая комаровская культура и тшинецкая культура, которые обычно связывают с древними предками славян или праславян. А об этой культуре мы знаем, что для них характерен очень высокий уровень обработки металла. Известно, что носители этой культуры поддерживали связи со своими соседями, особенно в Поднестровье, возле нижнего течения Дуная. Опять же, следует подчеркнуть, что это только возможные предки фракийцев, по предположению некоторых исследователей. Исторических источников для столь раннего времени мы не имеем. Поэтому все это более-менее такие гипотезы. И понятное дело, что когда мы знаем меньше, тогда и гипотез будет больше. Но тяжело будет какой-либо из них либо доказать, либо опровергнуть. Кажется, что более-менее мы знаем только то, что речь тут шла о каких-то индоевропейцах. Вот и все. В этой культуре замечается более усиленное влияние степных племен, что нам может говорить в пользу утверждения, что разные степные народы, предположительно как раз предки киммерийцев и предки арийских, иранских скифов, уже давили в направлении Запада, что влияло, конечно, на дальнейшее развитие этой культуры и на то, что она двигалась все более к югу и к западу. Это был самый ранний период предположительных предков фракийцев. Дорогие наши друзья, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите поддержать наше дело, у вас на это есть прекрасная возможность. Вы можете прямо сейчас помочь нам через PayPal, Boosty или Patreon.
Каждый ваш вклад помогает нам создавать больше качественных выпусков и развивать наш вещальник. Все ссылки вы найдете в описании. Это не обязательно, но мы очень благодарны каждому из вас, кто решит нас поблагодарить в такой способ. Спасибо еще раз всем за вашу поддержку и доверие, а теперь продолжаем. Следующий период — это уже период, когда упоминается название Тракес или Трайкес в греческих источниках, а впервые они упомянуты в Илиаде Гомера, известного греческого автора. Эпов, если это был один человек или это было несколько людей, как предполагают некоторые, но это для нас не существенно. В общем, в эпосе об Илиаде фракийцы упоминаются как враги греков, как союзники троянцев в Троянской войне. И тут как раз впервые встречается этот этноним. Тракес, Трайкес. В современном русском это мы сказали как фраки или фракийцы. Если вам известны еще какие-то названия исторические, можете об этом смело рассказать в комментариях. Что касается самого этого самоназвания, Тракес, Трайкес, мы не знаем точно, какое происхождение этого слова. Мы даже не знаем, это из какого-то древнего варианта греческого языка или это какое-то самоназвание. Мы не знаем просто из-за того, что у нас слишком мало данных, слишком мало исторических источников об этих временах. С самого начала, как фракийцы упоминаются в исторических источниках, авторы уже описывают, дают характеристики этому народу такие, что этот народ очень воинственный, он очень любит воевать, он презирает земледелие, что, например, не что-то, что можно сказать про источники о славянах. Как раз славяне обычно в намного более поздних источниках связываются прежде всего с полиделием. С войной также, но кажется, что основа все-таки была полиделие. Как вы понимаете, в таком контексте, если представить, чем можно было быстрее разбогатеть, это, естественно, войной, разными набегами. Так что с этой точки зрения можно понимать это. Обычаи прочих фракийцев вот какие. Детей своих они продают на чужбину. Целомудрие девушек они не хранят, позволяя им вступать в сношения с любым мужчиной. Напротив, верность замужних женщин строго соблюдают и покупают себе жен у родителей за большие деньги. Татуировка на теле считается у них признаком благородства. У кого ее нет, тот не принадлежит к благородным. Человек, проводящий время в праздности, пользуется у них большим почетом. Напротив, к земледельцу они относятся с величайшим презрением. Наиболее почетной они считают жизнь воина и разбойника. Таковы самые замечательные их обычаи. В общем, Фракию греческие авторы описывали как родину Ареса, греческого бога войны. Также, когда создавали нарратив о происхождении фракийцев, их описывали как потомков Ареса, потомков бога войны. Это первая часть, можно сказать, так называемый архаический период. И чтобы мы лучше разбирались во всем этом, о чем я вам рассказываю, историю фракийцев можно так условно разделить на 3 части. Первый — это архаический период, который длился примерно с 1000 года до Рождества Христова по 460 год до Рождества Христова. Потом классический период с 460 года до Рождества Христова до II века до Рождества Христова. И третий — это поздний период с II века до Рождества Христова до VI века после Рождества Христова, то есть уже до времени, когда на Балканах зафиксированы первые славяне. Давайте теперь поближе рассмотрим каждый из этих периодов. Архаический период — это самый древний известный период в фракийцах, но всех этих данных, которые у нас есть, их крайне мало. Они из греческих источников и касаются прежде всего разных контактов между греками и фракийцами, которые часто были враждебными в это время, по крайней мере. Начиная с того, что они в Великой Троянской войне были не на стороне эллинов, греков, а на стороне троянцев. В это время греческие авторы дают им такую характеризацию, что фракийцы — это люди, которым очень близка
музыка, гудьба, разные виды поэзии. Поэтому не зря, опять же, греки в своем нарративе видели Орфея, которого, я предполагаю, по крайней мере, кто-то из вас знает, Орфей и Евридика. Орфей был по происхождению, как говорят греческие источники, фракийцем. В это время фракийцы населяли территорию примерно современной Болгарии, возможно, и территории севернее от этого, то есть территории между Днестром и Дунаем, то есть там, где сейчас Румыния. И мы будем дальше в основном двигаться вот по этому пространству сегодня, то есть между Днестром на севере и потом Дунаем как середина этого территория и вплоть до Эгейского моря. Очень разные фракийские племена объединялись в более мелкие военно-племенные союзы, жили в небольших поселениях. Кажется, что на этом уровне еще избегали жизнь в городах, которые мы знаем позже, потом уже и из греческой культуры в том числе, да, поселки типа полиса, этого фракийцы не знали. По крайней мере, не в это время. И самое такое известное событие этого периода — это 513 и 512 год до Рождества Христова, когда в их земли вторгся персидский шах или шахан-шах Дарья-Лакуш или Дарий. Об этом у нас уже есть более богатый источник, а именно истории Геродота. Вы, как могли в других наших выпусках услышать, я достаточно часто, когда говорю об этих древних народах, ссылаюсь именно на него. Причина в том, что действительно он не только был хорошим историком на те свои времена, и этнографом, можно так сказать, записывал разные впечатления о народах, их истории и так далее, но и он тоже упоминает в своих историях, кто, как персидский шахан-шах Дарья-Лакуш, когда пошел воевать против скифов. Об этом, кстати, у нас тоже есть выпуск, и можете его посмотреть вот тут. Проходил сначала через земли фракийцев, и там у персидцев получилось покорить все фракийские племена, но было такое племя, которое Геродот его классифицирует как фракийское, которое называлось геты. Они жили на северном берегу Дуная, и только они оказывали такое значительное сопротивление персидскому наезду. И мы узнаем еще, что в это время почти все фракийские земли, кроме земли племени Беса, это восточно-фракийское племя, были завоеваны и устроены в персидскую сатрапию под именем Скудра. Геродот дал нам и характеризацию фракийцев, которых он описывает как фракийцев, он их классифицирует как фракийцев. Как, например, гетов, которых я уже упоминал. Вот можете посмотреть тут на экран и сами увидеть, кажется ли вам в этих именах племенных союзов что-то, что хотя бы чуть-чуть напоминает что-то славянское. После того, как персидская власть Фракии рухнула, начинается уже классический период фракийской истории. Об этом периоде у нас в сравнении с другими больше всего источников. Тут больше всего знаем, что происходило в Фракии. Значит, после того, как персы покинули фракийские земли, территория Фракии была разделена на 3 части. На восточную, среднюю и западную Фракию. Тут мы даже знаем кое-что о разных вождях фракийцев, разных их племенах. Но я говорил, что упоминаются уже фракийские вожди. Один из таких известных вождей Восточной Фракии, например, был Керсоблептес или Керсоблепт, который пытался навязать свою власть другим фракийцам. У него это нехорошо получалось, но это первая такая зафиксированная попытка по объединению фракийских племен. В итоге Керсоблепта победили македонцы. Да, античные македонцы, не современные славянские македонцы, именно античные македонцы. Лженаукой мы тут у нас не занимаемся. То есть это к другим вещальникам. В целом из этого времени известен и первый, и единственный на долгое время фракийский город по типу греческого полиса, а этот город получил название в честь одного из фракийских правителей, а именно Севтеса, поэтому назывался Севтополис. Этот город находился на территории современной славянской Болгарии. В эти времена фракийцы тоже достаточно часто
контактируют с греками. Тоже в основном зафиксированы всякие войны или вмешивание в внутреннюю политику греков, или наоборот, что греки вмешивались в внутреннюю политику фракийцев. Внутреннюю политику, все это тут имею в виду в таком условном значении слова, конечно же. Потому что мы не можем говорить о какой-то одной греческой державе или об одной фракийской державе. И известные, даже исторические источники зафиксировали и отдельные единицы, военные единицы фракийцев. Такие, например, были пелтастай или пелтасти, а известные также и своего рода такие духовные подвижники фракийцев с названием ктистай. В это время у фракийцев все еще не получалось никак объединиться и сделать какие-то более большие и устойчивые политические единицы. Вскоре это изменилось. У фракийцев получилось основать большое Адрийское царство. О нем будет речь сейчас. На то время самый сильный военно-племенный союз фракийцев был Восточно-фракийский племенный союз адриссов. Они жили возле реки Хебрус, это сейчас Марица, в Восточной и Центральной Болгарии, стали объединять других фракийцев, подчинять их себе, и в связи с ними как раз известно самое большое объединение фракийских племен, которое возглавил вождь адрисов Терес I. У него получилось объединить даже 40 фракийских племен. Адрийское царство просуществовало достаточно долго, а именно с 475 года до Рождества Христова аж до 46 года после Рождества Христова. А распространялось оно более-менее на территории современной Болгарии, даже границы достаточно совпадали. То есть северная граница был Дунай, южные были греческие поселки на Эгейском море, восточная граница была Черное море, а на западе они граничили с трибалами, еще одним палеобалканским народом, о котором не особо много известно. Согласно некоторым античным авторам, это такие же фракийцы, согласно другим, это иллирийцы, согласно третьим, это совершенно что-то отдельное. Существуют даже околонаучные теории, естественно, что трибали — это, естественно, Сербия, кто же другой. Вот. В начале этого объединения стоит Терес I, великий первый вождь многочисленных фракийских племен. Он погиб потом в битве. После него последовало еще целое поколение как его наследников, так и других династий, владык Адрийского фракийского царства. Я не буду тут говорить обо всех, не все они настолько важны для сегодняшнего рассказа, но вы можете посмотреть тут на экране, посмотреть хотя бы на их имена и тоже посмотреть, задуматься, есть ли тут вообще что-то славянское. Некоторые, которых мы упомянем, это наследник Тереса I, Ситалкис. Он, например, прославился тем, что вмешивался в греческие внутренние дела, в Пелопонесской войне участвовал на стороне афинян. Тут мы часто видим, что в этом периоде Адрийского царства происходило такое, что фракийцы вступали в союзы с одними греками против других греков. Это было достаточно часто. В качестве Пелопонесской войны на стороне афинян Ситалкис со своими фракийцами неуспешно воевал против античных македонцев, в конце концов и погиб в войне против другого уже упомянутого палеобалканского союза, а именно трибалов, которые населяли примерно земли современной Сербии. Если посмотрим еще на следующих владык, я даже не знаю, как их называть, не князьями же, просто правители Фракии. Это были Сеутхес, Амадокус I, Эурисдельмис, Котус I. Они различными способами вмешивались в дела греков и трибалов, пытались как-то влиять на своих соседей и пытались расширять свою власть. У Котуса I, например, даже получилось временно хотя бы подчинить себе трибалов, и он даже вступил уже в союз с известным Филиппом II Македонским, отцом Александра Македонского. Его судьба была тяжелая. Он был убит, а убили его ученики греческого философа Платона. После его смерти
произошло новое деление власти в Адрийском царстве. Она разделилась на 3 части. То есть это было своего рода такое троевластие. Из этого времени известны правители Кесаблептес или Кесаблепт, Берсиадес или Берсиад со своим сыном Кетрипорисом или Кетрипором, Амадокос II со своим сыном Тересом II. Отношения между правителями 3 частей были очень напряженными, так что в конце концов в эти споры включился и Филипп II Македонский. Ну, и это завершилось так, что как часто бывает, когда Бон Пасорин приходит кто-то извне и навязывает свою власть всем им. Так случилось и фракийцам, по крайней мере, некоторые части фракийцев, и Филипп подчинил себе державу адрисов. Этот новый период адрийской державы охарактеризован тем, что влияния греческой культуры там усилились, греческого языка, в том числе греческого алфавита. И это так продержалось примерно до 331 года до Рождества Христова, когда один из новых правителей, а именно Сеудхес III, сын Котуса I, поднял великое фракийское адрийское восстание. Это было успешное восстание, и после этого новый правитель Сеудхес III, сын Котуса I, поднял великое фракийское адрийское восстание. Оно было успешно, и в 320 году до Рождества Христова основал тот город, который я раньше упоминал, столицу державы адрисов, Сеутополис. Это был единственный полис фракийцев. Даже из занимательного, что можно сказать, что в 2004 году, немножко севернее от города Казанлык, к современной Болгарии, была найдена его богатая гробница с множеством золотых предметов, которые вы можете увидеть на экране. Сейчас они хранятся в городском музее города Казанлык. Так что, если у вас есть возможность, посетите этот музей, узнайте что-то новое о фракийцах. Естественно, наши братья из Болгарии, которые нас смотрят, вам это будет намного легче. Если хотите, если кто-то из вас был в этом музее, поделитесь, пожалуйста, этими впечатлениями, что вы там видели, что вас впечатлило, что вас, может, и расстроило. А мы продолжаем пока. После славного Севтиса III адрийской державой стала править куча правителей, о которых известно мало что, кроме как их имена. Это они, еще раз их изображаем на экране, то есть Котус II, Райсдос или Ройгос, потом Котус III, Тхескупорис III, Севтис IV, Амадокос III, Котус IV, Терес III, Ройгос, Бейтус, Котус, Садалас I, Садалас II, Котус VI, Садалас III, Котус VII. Вот Котус очень популярное имя, кстати, видим. И опять же, когда это сравниваем с именами, которые зафиксированы у ранних славян, нет ничего такого подобного. Нет тех типичных славянских конструкций со слав и мир, например, и даже тех славянских уменьшительно-ласкательных имен со суффиксами «ко», «эк» и так далее. Во времена Котуса V и Садаласа I жил один очень известный человек, которого многие из вас, кто, по крайней мере, те, кто хоть что-то знает о римской истории, знают или могли о нем слышать. А это Спардукос или Спартакус, Спартак. Что о нем известно? На самом деле достаточно много чего, но я сейчас не все буду рассказывать. В общем, он был из фракийского племени, которое называлось Майди. Оно обитало просторы юго-западной Фракии примерно, и он как наемный солдат Рима сначала был в службе Рима, а потом попал в рабство и стал гладиатором. Может быть, как раз именно этим вдохновились те, кто создавал известный голливудский фильм «Гладиатор». Хотя там совершенно этот Максимус, он совершенно не фракиец, и не в первом веке до Рождества Христова происходит сюжет, а намного позже. Но сам сюжет, что кто-то был сначала римским солдатом, а потом попал в плен, стал гладиатором, вот это там имеется. Но это было во время Котуса V. Из этих так называемых маленьких правителей, то есть о которых известно очень мало, последний был Котус VII, а после него новым правителем был
Рескупорис или Рескупор. Он участвовал в гражданской войне Рима, но выбрал он не ту сторону, которую в конце концов выбрала, а был на стороне Гнея Помпея, против Гaiusa Юлиуса Кайсара, Гая Юлия Цезаря. И таким образом этот фракийский правитель вмешался во внутренние дела Римской республики. Погиб он в бою против другого фракийского племени, которое тоже уже раньше упоминается, а это племени бессов. Пал он в одной из битв, которую предводили бессы под своим правителем или вождем Вологарисом. Вологарис. Новым правителем фракийского царства Адрисов стал Рейметалкис I или Рейметалк I. Он правил с 12 года до Рождества Христова до 12 года после Рождества Христова. То есть как раз в время его правления в далекой Иудее родился Сын Божий, Иисус Христос, Иешуа ха-Машиах. Рейметалк I стал союзником уже первого римского императора Гaiusa Юлиуса Кайсара Октавиана Августа, то есть Октавиана Августа. Это время уже охарактеризовано упадком адрийской силы, адрийского престижа. После того, как этот правитель Рейметалк I умер, император Август разделил его фракийскую державу на две части. В одной из частей правил Рейметалков сын Котус III, а в другой Рейметалков брат, Котусов дядя, Рескупорис II. Время их правления Рим стал оказывать очень сильное влияние на целый этот регион, на целую Фракию. И стал там проводить активную политику. То есть Фракия фактически стала подчинена Риму. На то время еще как отдельная политическая единица, отдельное государство, но уже в подчиненном статусе по отношению к Римской империи. Что тут еще можно сказать занимательного? Очень занимательную личность представляет жена Котуса III Антонина Трифена, или Антонина Трифайна. В русском языке чаще встречается именно Антонина Трифена. Жена Котуса III и мать наследника Котуса III, Рейметалка II. Она была изначально из Боспорского царства, которое включало в себя и Крим в том числе. Она была принцессой Боспорского царства, Понта, Киликии и Каппадокии. Ее брат Полемос II женился на иудейской принцессе Юлии Беренике, дочке Ирода Агриппы, и оба они упоминаются в Деяниях апостолов в Новом Завете Священного Писания. Полемос II принял иудаизм сначала под влиянием жены, а впоследствии, возможно, стал христианином, но это не точно. Тут не знаем. Вернемся к Антонине Трифене, его сестре. Согласно одной из версий, она перебралась в Кизик и там под влиянием апостола Павла, услышав его проповеди, приняла христианство. Но это тоже такая традиция, это не знаем точно. Вернемся к правителям адрийской державы. Последние правители — это Рейметалк III, то есть сын Антонины Трифены, и его жена Питходрис II. В конце их правления римский император Клавдий превратил их государство в обычную римскую провинцию, и их государство навсегда перестало существовать. А фракийцы не перестали существовать. Они были включены уже в римскую систему, достаточно успешно причем, и даже в Римской империи стали занимать высокие посты, вплоть до императоров. Знаем несколько таких императоров, которые имеют фракийское происхождение, а это в III веке после Рождества Христова император Рима Максиминус Тракс, то есть Максимин Фракиец. Потом император Рима Галерий, очень известный в связи с Миланским эдиктом по свободе вероисповедания в Римской империи и по гонениях на христиан в том числе тоже. И также император Рима Юстинус I, родоначальник юстинианского поколения, из которого потом произошел и очень славный и известный император Юстиниан I. А я забыл еще упомянуть императора Леона или Лева I.
императора Рима с 457 по 474 год после Рождества Христова. Так что фракийцы, несмотря на то, что они, их государственность, их политическое устройство как-то перестало существовать, и они стали подчинены Риму, тем не менее они в Риме начали занимать достаточно высокие посты. Со временем фракийцы стали все больше и больше степени принимать римскую культуру уже. В это время такое известное фракийское племя было племя бессов. Это было одно из более сильных фракийских племен на тот момент. Они все еще использовали свой язык, он все равно как бы был в употреблении, хотя уже раньше, когда мы говорили еще о греческом влиянии, очень многие из элиты фракийцев Адыгейской державы, они считали более престижной именно греческую культуру, поэтому и принимали оттуда влияние, точнее, из того, что они принимали оттуда и жен своих, и алфавит, в конце концов. Все записи на фракийском языке, которые мы имеем, они как раз в греческом алфавите. Но видно, что культурное влияние греческое все-таки было тут сильнее. Даже известно, что в VI веке после Рождества Христова, то есть уже во время, когда когда славяне населяли Балканы, все еще существовал фракийский язык, именно язык бессов, и есть сведения о том, что на горе Синай существовали некоторые монахи, которые использовали как раз язык бесов. К сожалению, это до нас не дошло, мы не знаем, как этот язык бесов звучал, чтобы его хотя бы сравнить там со славянским, не знаю, с другими, но не исключено, что где-то в каком-то из монастырей древних еще скрываются, может быть, тексты на бесском или на фракийском языке, может быть, где-то в этих, на обложке, так обычно бывало, так на внутренней части могли найти записи на всяких языках. Может быть, в будущем мы что-нибудь об этом и узнаем. Давайте теперь уже перейдем к следующей теме. Религия фракийцев. Тут речь будет обо всем, что известно о религии фракийцев, то есть не только их как так сказать, целостности какой-то народной, а даже в отдельности тоже разных племен. Об их религии мы действительно знаем очень мало. Часто встречался с таким мнением, с таким утверждением, что, мол, о религии славян известно очень мало. Ну, кто думает, что о религии славян известно очень мало, тогда о религии фракийцев известно еще намного меньше. Можем сказать, что они были типичными индоевропейскими многобожцами, политеистами, верили в какого-то бога отца или бога неба, которого называли Сабадзиос. Вторая часть — Диос. Тут как раз виден этот индоевропейский корень Деус, то есть Деус, Девас, Бог. В славянских языках есть слово «дивно» или «див». Вот это наследник этого слова, которое уже не используется, и даже в праславянские времена, насколько мы знаем, не использовалось в качестве обозначения богов, потому что новое словечко, новая лексема, а именно «бог» появилась. Этого Сабадзиуса изображали обычно как всадника на коне, и в руках он держал какую-то палку власти. И как раз по убеждению некоторых тракологов, людей, занимающихся фракийцами, это именно ему посвящено капище в местности Пандюриште в Болгарии. В связи с Сабадзиусом верили, что это именно он убил змея. Можно его по характеристикам как-то сравнить с римским Юпитером, с греческим Зевсом, а и славянским Перуном, который воюет с Велесом, с змеем. Упоминается, кроме этого божества, еще одно такое божество-кумир, связано с громом, по имени Зибельфюдрос. Опять же, в русской традиции, может быть, это называется Зибельфюдрос. Затем известная богиня Котус, она связана с обрядами очищения водой и с разным половым развратом. Известно также то, что существовали какие-то ее священники, волфи, которые очищали, то есть крестили людей водой, если можно так сказать. Дальше известное имя — это Бендис.
Это была богиня, кумир связан с лесом и охотой, и по своей функции очень похожа на Артемиду греческую. Существовала и богиня, которая в записи записана как Семеле, что очень сильно уж напоминает славянское слово «земля». И, скорее всего, с этим славянским словом на глубоком проиндоевропейском уровне и связано. Как гея греческой, например. И потом у нас есть такой, бог или полубог, какой-то кумир, которого почитали из фракийцев именно геты, которые считали, что их бог правилен, а все остальные неправильны, что интересно. И его называли Заламоксис. Это было еще задолго до Рождества Христова, когда верили в него. Это был тоже громодержец, то есть был похож на Перуна в чем-то, а также был похож на Ярила из славянской мифологии по функции своей, потому что это был воскрешающий бог, который умирал и опять воскрешал. Скорее всего, весной, как это было у многих индоевропейских народов. И потом еще известное имя Дерзелас, тоже бог-кумир богатства и подземного мира. Есть сходство с греческим Хайдесом или Адом и со славянским Велесом, именно что касается функции. Но в этом ничего удивительного, потому что у всех индоевропейцев это более-менее так. И никакой прямой связи со славянами я тут не вижу. Фракийцы с христианством встретились достаточно рано, скорее всего, уже в первом веке, возможно, как раз через этот круг около Антонины Трифены или Трифайны, и многие фракийцы приняли христианство. Известно, например, что среди бесов в IV веке после Рождества Христова работал, евангелизировал епископ ремесианский Никетас или Никита. И известно также, что существовали монахи из этого народа, которые трудились, совершали подвиги в монастыре в Синае, на Синайском полуострове. В связи с этим еще есть такое интересное мнение, но тоже его тяжело доказывать или опровергать, что албанцы, например, отчасти являются потомками этих бесов. Возможно, что-то из этого даже увидим в генетической их картине, но об этом чуть попозже. Так, друзья, когда я пересматривал этот выпуск, заметил, что один из очень важных аргументов я вообще не записал, поэтому записываю его сейчас. А это как раз аргумент про язык. Что я могу сказать о фракийском языке? Источников по фракийскому языку крайне мало. И так в наше время доступны лишь 3 надписи на фракийском языке и греческим алфавитом. Они с 5-6 веков после Рождества Христова. И речь идет о надписи на одном кольце, надпись из кольца из города Эзерово, из местности Эзерово. Затем эпитаф, то есть надпись на могиле, на гробе. И несколько подписей владельцев предметов на самих предметах. Помимо этого записано порядка 30 глосс фракийского языка, и затем еще в греческих и римских источниках разные личные имена и топонимы, названия местностей на фракийском языке. И это, собственно, все. Поэтому материала для сравнения с славянскими языками или славянским языком крайне мало. Да и вообще мало данных для того, чтобы мы могли делать какие-то окончательные выводы. Мы можем лишь утверждать, что речь идет о индоевропейском языке. Мы даже не знаем, согласно традиционной классификации, принадлежал ли фракийский сатемской группе языков или кентумской. Даже это неизвестно. Но мы точно можем утверждать, что этот язык не славянский, что он не входит в эту семью славянских языков. И сейчас я вам покажу, тут увидите на экране некоторые из этих словечек, которые записаны. И вы можете сами тоже посмотреть, нажать на паузу, посмотреть, как вам кажется, есть ли в этих словах хоть что-либо похожее на славянский язык. Что-то
может быть и будет даже, так как и славянский язык, и фракийский язык все-таки индоевропейские языки. Вот из этого списка, который у меня имеется, я вижу только лишь какие-то общие корни в редких словах. Например, брилон, тут русского слова точно не знаю, ну, от глагола брить. Брилон, как, не знаю, бродобрей, или как это сказать. Брилон. Потом есть слово бринхос, название для какого-то инструмента. В праславянском языке, да и потом в славянских языках есть рефлексы или потомки слова бренькати, как играть на какой-то инструмент со струнами. Вот и, собственно, это все из этого. Ну вот, сами посмотрите на экран и скажите, напишите в комментариях, напоминает ли вам хоть что-либо, что-то славянское или нет. В общем, что говорят генетические исследования, так называемая археогенетика, сравнение генетического материала современных болгар или жителей Болгарии, а тоже и Италии, и Греции, и Албании, и сравнение этого с находками из фракийских времен, нужно понимать, что генетические исследования, они достаточно молодые. Мы имеем очень мало данных на самом деле. Говорим о десятках или о сотнях экземпляров, или о сотнях экземпляров. То есть это еще будет развиваться, и конечную картину мы получим спустя долгое время. Так что, когда мы слышим, что, не знаю, там, болгари, как сегодня видим, болгари на 51% славянские, типа, это значит всего лишь то, что из тех экземпляров, которые были протестированы, 51% показывал больше близкости, например, к средневековым польским популяциям. Ну и все. То есть это мы не говорим об абсолютно всем народе, это говорим именно по-научному, тех экземплярах, которые были тестированы и сравнены. И я вам, кстати, скину тут названия статей, они будут в описании, может, в закрепленном комментарии тоже. Там будут названия статей, и вы можете сами прочитать себе все поподробнее. В общем, в целом, что можем сказать о результатах? Результаты показали, что тестирования показали, что современные болгарские популяции имеют своего самого близкого родственника в средневековых польских популяциях. И что интересно, что эти средневековые польские популяции, которые были протестированы, они даже намного ближе к болгарам, чем к современным полякам, что интересно. Что это значит? Ну, это впереди еще все поисследовать. Следующая популяция, которая очень близка к болгарам, это современная чешская популяция, что тоже очень интересно. И, как считают генетики, это как раз подтверждает то, что значительная часть болгарского населения славянская и связана ближе с другими славянами. А что касается тех находок, которые приписаны фракийцам или фракийскому культурному кругу, по крайней мере, интересно, что они оказались намного ближе к популяциям Албании, Италии, Греции. И не настолько близко к популяциям Болгарии. Родство было с албанцами 7,9%, а с болгарами, протестированными, 4,2%. Это все достаточно маленькие проценты. Результаты протестированных греков тоже показали, что греки ближе все-таки тоже к этим фракийским находкам. Что и логично, если просто вспомнить ту историю, которую я рассказывал, насколько фракийцы и греки были в контакте друг с другом. Ну, естественно, у современных болгар есть и другие маркеры, которые связаны удивительно более с той стороны, с Близкого Востока, например, с Кипром в том числе. А с азиатскими популяциями меньше 2% из тестированных. Это интересно, это интересно. То есть та элита, которая принесла болгарское имя, она, в принципе, со временем полностью славянизировалась. Но, естественно, думаю, что это разумно предположить, что некоторые болгарские традиции однозначно могут иметь фракийские корни, но уже эти поздние фракийские и смешанные также с элементами из других
культур, других народов, которые жили на этом просторе. Что касается отождествления славян и фракийцев, как видим, ни один из современных авторов, то есть из тех авторов, которые жили, существовали, когда фракийцы еще существовали, не ставит знака равенства между фракийцами и славянами. Первые знаки равенства или отождествления появляются только в позднем Средневековье, в эпоху гуманизма, Ренессанса и дальше, когда по всей Европе было популярно искать своих славных предков. Нет какой-то ясной связи с праславянским языком, славянскими языками, кроме той, которая на очень глубоком проиндоевропейском уровне. Ну, вот, например, что касается сравнения характеризации так называемой народной характеризации славян и фракийцев, да, в описаниях есть некоторые сходства. Как, например, то, что Геродот конкретно пишет, что фракийцы самый многочисленный народ после индийцев. Народ фракийский после индийцев самый многочисленный на земле. Будь фракийцы только единодушны и под властью одного владыки, то, я думаю, они были бы непобедимы и куда могущественнее всех народов. Но так как они никогда не могли прийти к единодушию, то в этом-то и коренилась их слабость. Племена их в каждой местности носят особые названия. Нравы и обычаи у всех одинаковы, кроме гетов, травцев и племен, живущих севернее Крестанеев. О славянах тоже множество авторов говорило, что их очень много. Не будем их тут все приводить. Может быть, в будущем это сделаем. Но потом фракийцы тоже описаны как народ светлый, светлыми глазами, светлыми волосами. Фракийцы же представляют своих богов голубоглазыми и рыжеватыми. И каждый создал бы божество по образу самих себя. Так более-менее описаны и славяне, да и многие другие народы, как буддины, например. И это тоже нам ни о чем особо не говорит, потому что большая часть Европы — это люди более светлые, голубоглазые. Еще интересно, что на античных фресках, когда фракийцы изображаются, да, иногда они с красными, русыми волосами. Но есть и другие примеры, когда у них другой фенотип, медитеранский. Так что тоже это ни о чем таком не говорит. Потом характеризация была такая, что фракийцы очень сильно любили войну, что часто воевали друг против друга, что не могли объединиться никак. Но если бы объединились, никто бы им не был равным. Этот мотив тоже появляется у средневековых источников, которые описывают славян, которые говорят тоже о том, что славяне, если бы объединились, никто бы им не был равным. Но это тоже, это ничего специфического, это общая генерализация. Что еще известно, что фракийцы ненавидели жизнь полядельцев, по крайней мере, как их описывали греческие авторы. У славян наоборот все. Генетически, как видим, тоже. Подавляющая часть болгар больше похожа на среднеевропейские и восточноевропейские популяции. Затем протестированные находки экземпляры фракийцев ближе к популяциям Албании, Греции и Италии. Это то, что мы видим. И в конечном итоге славянская культура на Балканах, в Болгарии стала победительницей и более престижной. И, славяне закрепились там в том числе. А сейчас та часть, которая для вас, наших зрителей, наверное, самая важная. То есть, если фракийцы или фраки — это не славяне, откуда вообще взялось такое утверждение, что да, фракийцы — это славяне? И что мы видим в источниках, когда сравниваем, читаем, например, те источники, которые написаны еще во времена, когда фракийцы с таким названием существовали, когда их идентичность существовала, то есть где-то с 7 века до Рождества Христова по 6 век после Рождества Христова, они ни разу не сравнивают или не приводят в связь славян с фракийцами. Естественно, речь идет тут больше про 6 век после Рождества Христова, но таких сравнений нет. Никто из авторов, кто знал славян, не говорил, что это фракийцы или что они их потомки. Единственное, что есть такое, это то, что некоторые авторы использовали этноним гети, который еще Геродот определил как фракийский, использовали этот этноним для обозначения всех, с их точки зрения, варварских народов, которые населяли
северное побережье Дуная. И так, как гетами были названы и готы Иорданом, например, и Амьян Марцелин так называет разные северные варварские народы, в том числе и славян. Но это видно, что это уже традиция, когда сама эта гетская идентичность гетского, фракийского, возможно, племени уже не существовала. То есть это что-то книжное именно. Но и там не говорится о том, что фракийцы — это славяне. Откуда же это взялось? Я могу сказать, что еще не настолько сильно углубился в эту проблему, как хотел бы. Однако этими вопросами я занимаюсь, так как и в своей аспирантской работе, например, я занимаюсь конкретно исследованием славянской идентичности и возникновения идеи славянской солидарности, славянской взаимности, ее развития на протяжении средних веков. Но как это относится к фракийцам и славянам? Первое такое отождествление фракийцев и славян я нашел в труде хорватского католического священника по имени Винко Прибоевич. Это был священник из ордена доминиканцев, который в 1525 году, то есть практически 1000 лет после того, как фракийская идентичность уже исчезла, произнес в городе Хвар, ныне в Хорватии, на острове Хваре, знаменитую речь о славянам. Она была и записана. У меня имеется вот такое издание, называется «О происхождении и славе славян». У него впервые есть такое отождествление фракийцев со славянами. Но нужно сказать, что касается Винка Прибоевича и времени, в котором он действовал, когда большие части Хорватии были под угрозой Османской империи, он искал это славное прошлое славян, и так как он не находил в древнейших источниках этого самоназвания, именно славяне, он сделал предположение, что славяне на самом деле упоминались в античные времена просто под другими именами. И в итоге получилось как-то так нелепо, даже можно сказать, что все такие известные старые народы, которые не были греками или римлянами, что все они как-то относятся к славянам. И так развилась эта мифология уже раннего нового времени, мифология о том, что даже Александр Македонский славянин, и что, мол, чуть ли не каждый человек, который сделал что-то славное, что он является славянином. Также у Винка Прибоевича видим отождествление славян и иллирийцев. Следовательно, что иллирийский или далматинский язык используется даже в Московии. Я это говорю с исторической оценкой, не с современными политическими оскорблениями, которые некоторые используют. В общем, что в Москве тоже говорят на этом языке, далматинском, то есть славянском, иллирийском. Но даже в его время не все так думали. Юрий Шишгорич, он еще в то время опровергал, говорил, что это что-то, какая-то новая мода пошла. Я вам таким современным языком рассказываю, что иллирийцы — это якобы славяне, но что это не так. Но, видимо, уже тогда по этому вопросу существовали такие мнения, и это однозначно не было какое-то народное мнение. Это все происходило именно в образованных кругах того времени. И от Винка Прибоевича можно очень хорошо проследить это отождествление фракийцев со славянами в другом таком труде, я не знаю, вы увидите или нет, это Мауро Урбини «Il Regno degli Slavi», то есть «Королевство славян», который, в принципе, полностью принимает этот нарратив Винка Прибоевича о тождественности фракийцев и славян. Естественно, и готы тут являются славянами, тут половина Европы славянская, то есть не половина Европы, как можно сказать даже на самом деле, а тут тоже славяне — это такие очень-очень известные люди. Эта традиция потом вошла и к другим писателям, даже в русскую среду, потому что труд Мауро Урбиния был переведен на русский язык во времена Петра I, и в России тоже тогда, по крайней мере, в некоторых кругах распространилось этот обычай отождествлять фракийцев со славянами. А также это имело свой отклик, своих наследников и в Болгарии.
И сейчас я попрошу вас, наших болгарских славянских братьев, чтобы вы, или других, кто там этим занимается или в этом разбирается, других из Болгарии, чтобы вы мне сказали, знаете ли вы какой-то источник, средневековый источник, который сравнивает или отождествляет славян с фракийцами. Мне самому очень интересно. Я признаюсь, что пока я в этом не силен, поэтому буду очень признателен, если напишите мне название источника. Первоисточник — это именно источник, который был написан в Средневековье, например, в нашем конкретном случае, каким-то средневековым автором, который, несомненно, является подлинным источником, а не какой-то подделкой. Вот это мне интересно. Потому что подделки можно найти. Можно найти хоть что славяне из космоса на кораблях прилетели, что там дрались с ящерами и победили и так далее. Есть еще один комментарий, который я должен дать к Винку Прибоевичу, что интересно, что он даже сам признается в начале своего труда или в начале своей речи, что истоки народов туманные, и что мы не знаем на самом деле, что было и как было, кто от кого произошел, например, и что этот его труд — это лишь его попытка разобраться в этом столь сложном вопросе, в отличие от современного фанатизма, который так часто встречается в том числе среди славян, но не только среди славян, которые мимо всех научных знаний просто религиозно защищают вот такие утверждения. Они не спорные. Спорная именно методология, потому что очень часто тут есть целая система, как это работает. То есть всегда тот другой кому-то заплатил, где-то что-то спрятал и так далее. Можно сказать, что поиск таких славных древних предков именно в конце Средневековья был очень распространен не только среди славян, а и во всей Европе. Это было очень модно. Этим более-менее занимались все. А началось еще в период гуманизма и Ренессанса, еще в XIV веке началось. В Италии, в городской культуре, там начали восхищаться опять древней римской культурой, греческой культурой. Немцы тоже искали своих корней. Еще в те времена был вновь открыт, так сказать, источник Германия римского автора Тацита, и на этом основывалась тогдашняя идеология тевтонизма. Опять же, эта тема очень длинная. Не только у славян были эти поиски древних предков, и что интересно, просто из этого тевтонского, можно так сказать, идеологема, идеологической обстановки, идеологизации тевтонизма, что интересно, что там славяне — это тевтонцы тоже, германцы. То есть каждая группа народов, каждый народ тянул одеяло на себя. Логика нам говорит, что правдой может быть только что-то одно. Не может быть двух правд об одной и той же вещи в таком смысле, да? Это отождествление фракийцев и славян, с того, что у меня получилось найти, это как раз вот к этому периоду, к XIV, XV, XVI векам. И это не что-то славянское, то есть не из славянского народа возникали такие мнения, хочу сказать. Просто люди себя не считали какими-то наследниками фракийцев. Это просто в ученой среде того времени такое происходило. Потом уже в XVIII-XIX веках, когда искали разные слависты, уже как славистика, как наука зародилась, когда искали славянские корни, да, многие говорили о том, что фракийцы действительно родственники славян. Такие, как, например, Павел Йозеф Шафарик так считал, потом Константин Иречек, считали, что, возможно, славяне ассимилировали остатки фракийцев. И это, в принципе, такая возможность есть. То, что славяне и фракийцы родственники, потому что те и другие европейцы, это само собой ясно. Да? А новый такой период отождествления славян и фракийцев, или точнее болгар и фракийцев, начался именно в Болгарии в XVIII-XIX веках. Опять же, отсылка к тому, что, пожалуйста, наши болгарские славянские братья, если вы знаете какой-то более ранний источник, буду очень признателен, если напишите. И когда строилась эта национальная идентичность уже в XVIII-XIX веках после французской революции, тогда некоторые из болгарских авторов действительно искали свои славные корни в фракийцах. Но и некоторые из них стали считать именно фракийцев истоком всего болгарского, а те более осторожные, более
с разумным или осторожным подходом, они считали, да, что славяне, скорее всего, впитали что-то от фракийцев. Что, конечно, это совершенно возможно. Так мы уже говорили, что еще в VI веке, наверное, какие-то энклавы фракийские еще существовали, по крайней мере, потому что болгарские славяне приняли некоторые местоназвания, как Пульпудева, Пловдив, например, да, вместо греческого Филиппополис. Один из таких болгарских историков, кто занимался этим вопросом, был Георгий Раковский. Он считал, например, что фраки, гетты или дакийцы, что это предки славян, и что они всегда жили на просторе Балкан, или более-менее там, где живут сейчас. И написал тоже такой труд, краткая история болгарского славянского народа. В конце XIX и в начале XX веков идея отождествления фракийцев и славян больше еще развивалась и радикализировалась. И так, например, человеком, который очень сильно боролся за эту идею тождества фракийцев и болгар, был Ганчо Ценов, болгарский историк. Он еще в свое время был очень спорным и считается обычно автором автохтонистической теории болгарского народа, который в 1910 году написал свой монументальный труд «Истоки болгар и истоки болгарской державы и болгарской церкви». Согласно ему, болгары всегда жили на территории Болгарии, а что фракийцы, славяне и болгари, по сути, это один и тот же народ. Если вам было интересно слушать о фракийцах, те из вас, кто еще не послушал, кому интересно, может послушать наш выпуск о связях скифов и вообще иранцев, ираноязычных народов со славянами. Друзья, забыл еще сказать. Тут мы ничего не сказали о дакийцах и о гетах. Это будет в отдельном выпуске, потому что и так, мне кажется, этот выпуск получится очень длинным. Хорошо? Пока-пока.